Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, с прошедшим вас днем рождения. А вы Да, молодец. да, благодарю. Тот человек, который умеет трудиться хорошо и умеет отдыхать, это очень правильно, это очень здорово. Надо находить время. Ну, давайте сегодня так мозговым штурмом немножко вдарим по будням, да, вот прям с понедельника, как говорится, и начнем, и как бы поехали, потому что многое сейчас выясняется об Иране, а точнее об операции, да, американской против Ирана. Мы об этом обязательно поговорим, но начать я предлагаю все-таки с трека российско-украинского. Зеленский выходит вчера в вечернем обращении и говорит, что вот, 2 дня встречались, и никакого оптимизма. А у Виткофа, у Умерова на страничках прям прогресс, прям сузили круг вопросов. Почему так? Что действительно произошло в Майами? И можем ли мы, ну, соотнося вообще вот этот вот, скажем так, ну, такой определенный коллапс энергетический, проблемы у Америки вокруг, скажем так, противостояния с Ираном, все-таки направить, да, свой взор в сторону Украины и понять, что вопрос решается. У Зеленского вот как мантра: иранская война все поставила на паузу, иранская война. Ну так и подождите, какой круг вопросов тогда вы сузили? В общем, противоречия наблюдаются по итогам вот этих встреч. Почему? Вы совершенно правильно отметили, Саша, что противоречия есть и даже в публичных заявлениях там, руководителя украинской делегации Умерова, и практически ему, ну не вторит, но такие же, по крайней мере, интонации звучат от господина Уиткофа, который представлял американскую сторону. Умеренный оптимизм их обоих в том, что вопросы сузились и есть некий прогресс. Давайте на этом остановимся. Что значит вопросы сузились и есть некий прогресс? Уже давно, несколько недель, даже с последней вот той публичной встречи, которая была той самой, да, вот, скажем, коллективной, где были представители российской делегации во главе с Мединским, где были представители украинской делегации, вырисовалось то, что проблема одна существует в нынешней картине войны или противостояния между ВСУ и российской армией. Это единственная проблема, самая большая. Вывод, она называется «Вывод вооруженных сил Украины из территории Донбасса». Именно вокруг этой темы говорили военные между собой, да, вот те, часть группы, которая была в составе обеих делегаций. Об этом же говорили и до, и во время этого представители силовых структур, то есть разведка, контрразведка, и дипломаты, которые были в составе делегаций, они пытались это все перевести на язык, что будет дальше. То есть уже такого, знаете, основательного публичного разговора или основательных публичных переговоров. Потому что все, что происходит на сегодняшний день, это все-таки значит, разговор разных групп, консультации после консультаций, да? Разговоры, значит, Трампа и Путина по телефону. Отдельным треком идет переговоры или разговоры, то, что называется, экономического блока между Кириллом Дмитриевым и тем же Уиткофом. Итак, на сегодняшний день мы имеем картинку, что США, я бы ее так назвал, США, действующая администрация Трампа требует, убеждает, диктует одно: ВСУ, Вооруженные силы Украины, должны покинуть Донбасс. Если и когда Зеленский даст команду, руководитель генерального штаба подпишет, значит, директиву, и украинские войска на земле начнут движение по выходу из Донбасса, выход из Донбасса — это не нужно там, знаете, бросать оружие и говорить о том, что я покидаю поле боя. Нет.
Это организационные вопросы, логистические вопросы, да, то есть заявление, дальше после них идут действия. И вот это будет тем, что называется начало вывода вооруженных сил Украины из территории Донбасса. Да? Конечно, сам процесс может быть затянут, конечно, могут быть провокации, но это именно та точка отсчета, которую требуют Соединенные Штаты Америки от Украины. То есть, условно говоря, наступает 27 марта, 5 апреля, какая-то дата, и с этой даты начинается действие. Вот что требует сторона Соединенных Штатов Америки. Что говорит представители Украины на переговорах? Они говорят, что эту дату мы не можем назначить, но мы будем говорить, да, мы будем передавать свою информацию руководителю страны, собственно говоря, действующему на сегодняшний день фактически, да, действующему президенту Украины Зеленскому. И вот это здесь прогресс, да, что называется дата. И украинская делегация говорит, да, мы передадим эту дату, начало вывода. То есть вокруг этого идут переговоры. Часовые, получасовые, как это все будет. Вот об этом говорят. На самом-то деле, Саша, то как это будет происходить, уже решили. Спецслужбисты с российской стороны обозначили, что как должно быть. Представители украинской стороны обозначили, что так должно быть. Представители американской стороны, которые будут мониторить эту ситуацию, они тоже обозначили, что и как должно быть. А вот дата – это решение политическое. Поэтому и Умеров, и Уитков сказали, что есть некий прогресс, но именно поэтому Владимир Александрович Зеленский не сказал ничего, набрал в рот воды. Он не может назвать дату, не способен, не хочет, не может. Мы это можем обсуждать с вами, но по факту на сегодняшний день нету четко обозначенной даты выхода вооруженных сил Украины с территории Донбасса. Почему есть еще один очень интересный нюанс по Зеленскому, да? Он в который раз повторяет вот эту очень такую... Она на поверхности, но она нам о многом говорит. Вот эта история о том, что, смотрите, я там в курсе, я в переговорах, но когда они приедут и физически со мной поговорят, вот тогда там что-то вот мы будем принимать и что-то будем думать. Потому что по телефону, видите ли, небезопасно. И подчеркивается потому, что по телефону небезопасно. Это вообще что-то новое, но это тоже очень интересная тенденция, которую мало кто замечает. Все так, небезопасно, небезопасно. Но это, даже вот эта логистика, да, там, из Америки в Украину, а это сколько там, 2-3 суток, потому что там же на поезд надо сесть в Польше, да, долететь, на поезд сесть, доковылять до Киева, плюс еще там, когда у плотном графике-то Зеленского найдется местечко, сесть под камеры, пофотографироваться с задумчивым видом. Это тоже используется ради чего-то. Но тут главный вопрос, ради чего? И почему такой упор на безопасность от слива информации? Тут два варианта. Или тянет время, или там действительно зрадонька. Василий Дмитриевич. Смотрите, если мы будем ковыряться в позициях Умерова, позициях Буданова, позициях Арахамии, мы с вами прекрасно знаем, и в одной из передач, и я высказывал свою точку зрения, многие уважаемые мои коллеги-эксперты, которые приходят к вам в гости, тоже имеют свои точки зрения. Суть вопроса в чем? У каждого из участников переговоров есть свои интересы. У Умерова свои, у Арахамии свои, у Кислицы, кстати, тоже свои. То есть у всех, у Буданова, естественно, да, каждый хочет сохранить себя как, скажем, будущей политики, но прежде всего каждый из участников переговорной группы думает о гарантиях безопасности для себя лично. Не думаю, что у Зеленского другие интересы. У него ровно такая же позиция. Первое. Что я буду, Зеленский, делать, да, после того, когда начнется вывод войск и начнутся реальные мирные переговоры? Да? А какой политический процесс будет? Где я, Зеленский, буду в этом процессе? Да? И второе, о гарантии безопасности. Вот зрадная или там от ближайшего окружения, от кого-то другого,
Вот на чем играет Зеленский. Это лично его как человека, который боится за свою шкуру и думает о своем будущем. Но у Зеленского, в отличие от этих от переговорной группы, есть еще своя отдельная пиарная работа, которую, кстати, знаете, Александр, вот он удивительно, но человек, который актер, человек, который клоун, да, то есть у него есть то, что называется нюх. Он продолжает делать свою работу, выполнять свой вот этот вот актерство, заниматься вот этим. Он этим продолжает заниматься, причем, на мой взгляд, достаточно успешно. Я не говорю блестяще, я не говорю хорошо, успешно. Зеленский успешно монетизирует любую ситуацию. Была вчера такая ситуация, он ее монетизировал, он дал 2-3 интервью. Сегодня такая ситуация, он снова на виду. То есть он продолжает выполнять вот эту роль. И последнее здесь, в этом. Параллельно с значит, переговорами, которые прошли вот на днях, где даже не были переговоры, это были консультации между украинской делегацией и американской. В этих переговорах не принимала участие российская делегация. Да, раньше, буквально до этого, да, за некоторый период, Кирилл Дмитриев, мы же с вами обозначили, что есть еще один трек, он проговаривает свои темы или то, что называется бизнес-интересы. Вернемся к Зеленскому. Потому что вы правильно сказали, давайте будем делать так, будем делать не так анализ, а как бы синтез. На українському язикі я би назвал это от все те, що відбувається зараз у світі, і як воно стосується України. То есть, как это вот происходящее событие, вот, да, что это дает для Украины и для украинцев. Потому что я бы хотел, чтобы мы сегодня обсудили тему и будущее украинцев. Не только Зеленского, не только Умерова, не только вот этих, а и украинцев. Так вот, срез для Зеленского, чтобы завершить вот эту часть, он же сильно переживает за Европу. Он же сильно переживает за то, что будет с Европой. Ведь Зеленский же недавно поездил по Европам, где там видеоконференции, где отдельно встречался с королевскими особами или особами. Ему же давали гарантии. И мало того, от него требуют что? Мы слышим Мерца, мы слышим заявления европейцев, мы должны быть за столом переговоров. Раз. Мы, европейцы, даем денег на войну Украины с Россией. Два. И тут третье. А вот мы, европейцы, не считаем войну вот США против Ирана, или так, объединенную союзническую войну Израиля США против Ирана, мы не считаем эту войну своей. А Европа все дальше и дальше отходит от США. Заявление Трампа, вот это он прямо рычит иногда, что Европа, вот я вам никогда не забуду этого поведения. Я, мол, вы вот трусы. НАТО это вообще меня не то, что не устраивает, НАТО не помогает США. То есть эти все заявления я характеризовал бы так. Европа реально отрывается от США. Или так бы даже сказал, уточню. Я вижу на наших глазах, как происходит разрыв Европы и Соединенных Штатов Америки. Или, ну скажем, действующая администрация, этот разрыв наметился, он идет не только в заявлениях, он реален, он явен, он очевиден. И вот роль Зеленского здесь, а он явно примкнул к Европе, в том, чтобы сохраниться здесь в своем будущем. Ну ладно, не договорились с Америкой, они меня не заставят выводить войска. Но у меня есть Европа, у меня есть спина закрытая или прикрытая. Вот как бы в общем и целом я бы дал оценку именно действиям, в первую очередь, Зеленского. Ну, тут есть очень интересный фактор, и тоже предлагаю посмотреть на него вот под этим углом. Значит, прошлой ночью был атакован в Ленинградской области порт нефтепереливной. Значит, ну, удары продолжаются по заводам, по инфраструктуре. Россия бьет
дронами, ракетами. Украина тоже запускает дронов. Там 250 запустили прошлой ночью. Или 250 сбили, запустили, наверное, больше. В общем, статистика вещь такая неблагодарная в этом смысле. Да, приграничье российское тоже подвергается массированным ударам. Безусловно, да. Крым, опять-таки, да, просто стороны не показывают и не высвечивают вот эти все, скажем, ну, что поразили и так далее, только там в каких-то экстраординарных случаях. Но давайте вот посмотрим на вот эту воздушную войну немножко под другим углом. Под углом дефицита, надвигающегося голода, потому что нефть везде. Тут внезапно все как-то немножко вспомнили, как это, сопромат, да, немножко вспомнили материалы, да, что вообще из нефти делается, да, и почему так, и оказывается, что нефть-то везде. Плюс, конечно, удобрения. Уже есть ряд стран африканских, которые просто на границе, на грани, и уже фактически в голоде, да. Мы не понимаем, что будет весной, какая посевная, в средних широтах имеется в виду. Никто не может предсказать цену на топливо. Утром проснулись в понедельник, украинцы глянули, а там уже на некоторых заправках дизель по 100. Ну, то есть и говорят, будет по 150 и по 200, если все это продолжится. А никто не может утихомирить ситуацию на Ближнем Востоке с США и Ираном. Те обещают бить по энергетике, те обещают в ответ бить еще более мощно, да, по странам залива. В общем, мы понимаем, что залив минус по нефти. Если залив минус, тогда вот это вот статус, помните, как Россию ругали всегда, страна-бензоколонка, ничего с нее там никакого прока нет. Так это получается стратегический ресурс и запас. И Европа может по трубам получать энергоресурсы и отправлять танкеры. Но мы видим, что тут проблемы. Выходит Бессент и говорит о том, что мы сняли санкции, но вы не переживайте. Это там буквально один день работы России, то есть бюджет вообще незначительно, не волнуйтесь. То есть вот он играет в этой истории. Хотя все, конечно, прозрели, когда с России сняли с нефтепродуктов санкции, да, нефтегазопродуктов, с Ирана сняли, потому что он говорит, если бы не сняли было по 150 нефть уже прям за сутки, раз и все, это был бы шок. Мы делаем все мудро, говорит Бессент. Но получается из его риторики, что типа снятие санкций как бы ослабляет Россию. Логика не бьется. Но удары по нефтянке российской со стороны Украины рассматриваются уже как диверсия экономическая против той же Европы. Как это совместить в одно? Знаете, Александр, мы с вами живем в той реальности, которую мы видим. А есть реальность, которую мы вроде бы понимаем, как вы сказали в самом начале своего анализа, что скрываются вещи, не только нефть, а люди начинают понимать, продукты из нефти, что производится из нефти. Оказывается, аммиак, карбамид, оказывается, это все минеральные удобрения, а тут посевная. А ничего себе, мы смотрим на акции компаний, которые торгуют этим. Мы видим, как сыпется вот этот рынок, да, потому что, извините, война войной, телевизор телевизором, но открываешь холодильник и хочется кушать. А что кушать? Если сегодня, может быть, еще есть запасы, то что будет кушать люди и в Европе, и во всем мире осенью, если посевная сорвется? Поэтому начинают просчеты, начинают смотреть, что будет, как будет. Мы видим, как Катар, мы видим, как кувейтские компании, которые производят минеральные удобрения, они не могут, они говорят, мы разрываем контракты, потому что у нас нету сырья. Но мы на этом остановимся обязательно. Я бы хотел этот блок начать с анализа вот какого. Мы с вами просто живем на Богом данной земле. Причем я говорю не только о России, не только Украины, а вообще об этой части континента евразийского. К чему я веду? Мы пьем воду каждый день. Можна на Україні піти в лісочок, знайти криничку і попити звідти води. Ничего тебе не будет. Можно колодец выкопать у себя в селе где-то, да? Ну, там таблеточку какую-то бросить, чтобы нечистоты убрать. И ты себе качаешь воду, пьешь каждый день. Да? Да, в городах уже, и в Киеве, и в других,
заказывать, можно в бювет пойти взять воду, а можно заказать. Да? Ровно такая же жизнь. Ну, слушайте, Россия, матушка, она вообще тут без конца и края в запасах воды. Реки есть, те же крынычки есть, есть Сибирь. В общем, тут воды немерено. Не за руб ведро, понимаете, а за руб, там, не знаю, миллионы ведер. Это мы живем в такой реальности. Но я читаю информацию о том, что в Саудовской Аравии несколько беспилотников попали в завод, или причем даже там несколько цехов повредили, где опресняется вода. А оказывается, что 70% вот этой страны люди пьют воду опресненную. И дальше читаем, там 90% в Катаре, 69% в Израиле. То есть я читаю информацию, что люди пьют воду опресненную. То есть ее собирают, фильтруют и дают людям в качестве питьевой воды. Продают. Если бить по вот этим пунктам и выбить то, что называется ключевую, да, отсутствие, выбить воду опресненную или выбить вообще поставки воды в эти страны, ты доллары не будешь кушать, ты доллары можешь намазать даже в нефть, но ты не заменишь воду. Дальше. Вода вторичная, которая, прошу прощения, в канализации выходит, она перерабатывается, она очищается. И этой водой поливают овощные, сельскохозяйственные угодья. И оттуда получается урожай. Вот о чем уже бьет колокол в страны Персии, Персидского залива. Это еще небольшая проблема, но они уже говорят. То есть, представляете, то есть уже кроме нефти, кроме минеральных удобрений, уже проблема воды выходит на первый уровень. И вот это слой, кто-то уже говорит об отсутствии гелия, да, там микропроцессоры. В общем, эта тема, она обсуждается. Давайте пока остановимся. Итак, про воду мы поговорили, теперь нет. Да, война продолжается. Российско-украинская война, Украино-российская, СВО, просто война. Как мы это не назовем, это война. Украинские вооруженные силы бьют беспилотниками по территории Российской Федерации. Да, почти ежедневно мэр города Москвы Собянин информирует москвичей о том, сколько беспилотников были остановлены на долетах к Москве. Да, Питер, вы сказали, Ленинградская область, Казахстан, Казань, Татарстан, многие объекты. Мы можем говорить об этом, куда долетают украинские беспилотники. Конечно же, мы видим ежедневную или ежевечернюю статистику, куда достают российские, как ракеты, так и беспилотники. Вот на днях один из беспилотников ударил по зданию Львовскому СБУ Львовской области, почти центр города Львова, и туда беспилотник попадает. Я напомню, что 9 января этого года в Львовскую область, недалеко от этого места, относительно недалеко, попал Орешник. То есть Россия говорит о том, что мы все равно вас достанем. Мы можем ланцеты отправить на Майдан Незалежности. Мы можем беспилотниками бить по СБУ в Львовской области. Мы можем, Орешников. Эта война дроном разного вида, она продолжается. Не только дронов, а и ракет. У вас есть военные эксперты, которые характеризуют ситуацию на фронте, линии боевого соприкосновения. Я коснусь этой буквально одной фразы, скажу, что 14 марта, по заявлениям экспертов, как украинских, так и российских, вооруженные силы Украины предприняли контратаку в запорожском направлении, да. Эта контратака из нескольких боев состояла, даже там было несколько контратак, 5 или 6, но она пропажирована, и таких больших событий непосредственно на линии боевого соприкосновения нет. Нету их, понимаете. Да, стороны говорят о том, что готовятся, эксперты говорят о том, что стороны готовятся к весенне-летнему наступлению. Да? Украина со своей стороны, Россия со своей стороны. То есть война продолжается теми средствами, которые каждая из сторон может. Что касается на фоне этой войны, знаете, когда-то Украина, да она и сейчас
но когда-то в мирные времена хизувалась или хвасталась несколькими своими активами. И один из таких активов всегда на Украине говорили: мы транзитная страна. Напомню, что из России через территорию Беларусь идет нефтепродуктопровод, по которому, простыми словами, продается дизельное топливо из России в Венгрию и Словакию. Из России в Европу по нефтепроводу «Дружба» транспортировалась сырая нефть. Из России, из города Тольятти в город Одесса, транспортировалась, он пока еще его подорвали, но он не работает. Аммиакопровод, по которому там карбамид, разные, скажем, вещи переработки нефти шли в Одессу, и там на припортовом заводе разливались в разные емкости и транспортировались. Кстати, там же часть перерабатывалась, часть этого продукта получалась из украинской нефти. Я напомню, что на Украине тоже есть нефть. Итак, все вот эти системы, которые энергетические, да, нефтяные, я пока газовую не трогаю, потому что газовая хоть как-то работала или работает, ладен дышит. И вот все вот эти системы, они либо заблокированы, либо не действуют. Последняя из них – нефтепровод, где идет сырая нефть, да, с 27 февраля, по-моему, и 27 января Зеленский сказал: перекрываем краник, и перестает идти сырая нефть на территории Европейского Союза. То, что сейчас происходит между Украиной и Венгрией, или то, что, я бы сказал, между Зеленским и Орбаном, мы видим на Украине только в маленькой, микро такой, знаете, сцене вот на земле. Это те события, которые сейчас происходят в Персидском заливе. Там те же самые процессы, только гораздо масштабнее, гораздо более раскрученные. Ну, понятное дело, то есть об Украине сейчас говорят, я имею в виду, в этом конфликте только касаемо нефтепровода «Дружба», да? Итак, Украина, если у нее не будет минералов, а посевная идет, независимо от войны, что будут сеять украинцы? Как они будут удобрять? Как вообще что будет выращиваться? Да? Как украинцы, которые живут на Украине, что они будут кушать осенью? Ровно такую же ситуацию можно перевести на то, что Франция, захватила очередной танкер. Уже отпустила, но как бы захватила, да? Периодически захватывает танкеры с нефтью, так называемый теневой флот. Грозятся закрыть Балтику. Украинские ВСУ бьют ракетами или дронами в Средиземном море танкеры. Да? То есть, с одной стороны, Украина как бы действует в фарватере американской политики, бить. Но с другой стороны, и это самая большая разница, такое впечатление, что Бог действительно лишил не только разума Зеленского, а и все украинское политическое руководство. Они даже не могут приоткрыть глаза. К чему я веду? Вот Скотт Бессент говорит: нам, Соединенные Штаты Америки, выгодно дать разрешение России на торговлю нефтью. Пожалуйста, торгуйте. Нам, Соединенным Штатам Америки, выгодно, чтобы иранская нефть продавалась. Пожалуйста, торгуйте. А Украина не может выйти из этого. Она как бы зашорена, она даже не понимает, что есть люфт. В один прав. Вот она стала на лыжню, тупую, и херячит все, что можно херячить. Может, просто нет субъектности. Понимаете, тут же в чем разница? Если, например, еще раз, это звучит дико, все раскритиковали, есть огромное антиизраильское движение в Америке, оно сейчас вырисовывается, новыми красками заиграло, горят там, я не знаю, в Лондоне в том же, там скорая помощь еврейской общины, в Амстердаме атакуются еврейские общины. То есть уже началась эта история, понимаете? Но США говорит: отдай, мы такое решение принимаем. Получается, мы приходим с вами к очень страшному выводу, который очевиден, к банальности, которая очевидна, что решение, как воевать, сколько воевать, кем воевать, где воевать, за чей счет воевать, куда бить,
по России принимается не в Киеве. 100%, Саша. 100%. Это самый главный вывод, к которому мы с вами, к сожалению, пришли. Нету суверенности, нету суверена, и решение в Киеве, Украине принимается не Зеленским, даже не украинцами. Это, к сожалению, факт. Украина как государство закончилась. Закончилась она давно, закончилась она не сегодня, не вчера, но сейчас мы видим, что в этом полугосударстве или разваливающемся государстве нету даже попытки проанализировать ситуацию и выйти из нее, или хотя бы начать что-то делать в пользу страны, не государства, а страны и людей, которые там живут. Скотт Бессент, Уитков, Трамп, вообще Соединенные Штаты Америки, давайте так скажем, да им вообще пофиг, будет вода пресная в Саудовской Аравии или не будет. Им вообще пофиг, что там будут делать люди в Ираке, в Иране. Они решили поджечь Персидский залив. Просто поджечь. Они говорят, в Персидском заливе есть активы там на столько-то триллионов долларов. Эти активы, эти доллары должны выйти из этих стран, да, персидских монархий, и эти доллары должны быть наши. Это же вообще наши доллары. Они должны вернуться в Америку. Местные, кто там кого мы разводим сегодня, кому мы разрешаем завтра, это американцев не касается. Мы должны активы, мы должны нефтедоллары, которые были раньше у монархов, которые вообще, знаете, есть монархии этого залива, которые приглашают французских парикмахеров для того, чтобы те обстригали их верблюдов, делали прически для верблюдов. Но у них столько денег, они уже не знают, что с ними делать. А что дала миру, мировой цивилизации, что дали вот эти вот персидские монархи? Да ничего они не дали, вот кроме Феррари, кроме вот этих бирж, кроме спекуляций денежных. Поэтому этой части мира и этим монархиям приходит не то что конец, их просто-напросто обезжиривать. Вот это главная задача Соединенных Штатов Америки. А уже внутри, еще раз говорю, им вообще начхать. Да, для виду, для проформы. Следующим континентом или следующим бизнес-интересом Соединенных Штатов Америки является Европа, Европейский Союз. Более 20 триллионов долларов оборота, или, скажем, стоимости всей Европы. 20 триллионов долларов. Почему они крутятся в Европе? Почему там кто-то что-то куда-то ворует? Это должно быть все наше. Поэтому Европа тоже должна гореть. Это мало кто понимает, но теперь вернемся к суверенности и вот этому, если мы перешли на Европу. А заявление Мерца, что это не наша война, заявление Каллас, как бы я не относился о том, что Соединенные Штаты Америки не являются нашим партнером, в заявлении многих европейцев, в том числе и Зеленским, да, он же им вторит, что как-то вот Европе нужно быть суверенной, Европе нужно быть самостоятельной. Да, часть Европейского Союза и часть Европы есть суверенная. Безусловно, есть. Они нам не нравятся. Мне не нравится мэр, но это за ними стоит экономика, за ними стоят люди, за ними стоят избиратели. И они, сохранив свою суверенность и пытаясь сохранить свою власть, диктуют Зеленскому, вооруженным силам Украины, что им делать, куда бить, куда стрелять. Ведь когда... Я хочу напомнить нашим зрителям, мы с вами обсуждали недавно, когда в Брянск попали ракеты, не беспилотники, а ракеты совместного производства Франции и Британии, эта же ситуация была зафиксирована. Российский МИД пригласил послов Британии и Франции и указал им, что эти ракеты ваши. С этого момента мы фиксируем очередной раз, что Англия и Франция воюют против России на стороне Украины. Как это сказано? Каким боком? Как это все описано? Это работа дипломатов. Но по факту получается таким образом, что британцы говорят, куда бить. Французы говорят, куда бить. Немцы говорят, куда бить или подсказывают. А с другой стороны, они же давят на Зеленского в том, чтобы он продолжал войну, потому что деньги будут даваться. И говорят Зеленскому, ты должен продолжать
мобилизацию, ты должен... Как вот эти 2 года, как вы оцениваете? Ну, сейчас фигурируют там разные нардепы разным изданиям. Это было несколько дней назад, сегодня вот Да, опять РБК перепечатали да, уже со да. ссылкой на нескольких нардепов. Типа 2 года, повоюете 2 года. А, Вот как я это интерпретирую? Я провожу параллель 2021 год, когда украинские делегации ездят в США, встречаются, переговаривают. Там еще была старая администрация, Богдан был, Кулеба был тогда еще. Ну, суть. Они приезжают в Америку и спрашивают у американцев, что нам делать. Советники, другие люди, американцы говорят, копайте окопы, ройте окопы, готовьтесь к войне. Приезжает делегация на Украину, разговаривают между собой, Зеленский говорит, да не-не-не, у нас есть своя разведка, мы вот знаем, мы вот это... Готовьтесь жарить шашлыки к 1 мая. То есть информация была ровно такая же. Соединенные Штаты Америки закусили, я имею в виду то руководство, закусило против Российской Федерации, проходили переговоры, но все готовились к войне. И США готовилась в первую очередь, ну, конечно, НАТО, и Россия. И эта война случилась. Сейчас США оттягиваются, они говорят, мы не знаем, что будет с НАТО, мы Украине не даем денег. Да, мы даем ракеты, которые покупают НАТО для украинцев, но этих ракет все меньше и меньше. И почему Зеленский злится? Почему он пытается там авантюры какие-то сделать? Давайте поменяем беспилотники наши и украинских инструкторов на ваши ракеты. Он видит все реально, что это, ракет кстати, очень мало. хорошее наблюдение. Все думают, что вот мы там что-то меняем. Так он людей меняет на ракеты. Конечно. Слушайте, он отправил Конечно, вот этих скажем так, Супер. товарищей. Так он людей отправил. Все говорят, Он- знания, опыт, Да. там эти Смотрите, как Саш, там, дроны эти вот, перехватчики. сначала давайте дожмем тему. Итак, европейцы говорят точно так же, как раньше говорили американцы. Это один... У меня такое впечатление, что это не у меня впечатление. Вот это вот глобалисты, это одна сила, которая часть в Америке живет, часть в Лондоне. Они говорят Украине ровно такое. То есть мы сейчас в картине 2021 года 2. Украине говорят, вы вот повоюете, мы вам поможем. Тогда Америка говорила, повоюйте, мы вам поможем. Сейчас Европа говорит. Но это те же самые глобалисты. Они говорят, воюйте. Я вижу, что сначала, когда это говорит один депутат, потом «Украинская правда», потом эта информация повторяется, значит, дыма без огня не бывает. Воюйте, мы вас поддержим. Но тут есть один момент, одна специфика, что у Европы деньги есть. Ну, во-первых, у Европы есть деньги после того, когда резервная федеральная система дает им кредиты. Да? Это во-первых. А во-вторых, Европа не может печатать. У Европейского Центробанка, я хочу, чтобы наши люди, все наши, поняли, что у Европы нет права печатать евро дополнительные. Вот у нее есть шоры, вот столько-то и все. Европа не может сделать эмиссию, как это делается на Украине, да? Европа не может раздать деньги своему населению, потому что там очень жестко все контролируемо, структурировано. Нельзя. Поэтому у них денег есть ровно столько, сколько есть. Итак, оружия нету, ракет нету. Да, беспилотники они делают. Но я смотрю, там то в Чехии завод загорелся, то еще где-то какие-то происходят проблемы в тех странах, которые готовят беспилотники для Украины. Я думаю, что эти действия будут продолжаться. Теперь вернусь к... Так вот, по Европе понятно, да? Они говорят, как американцы. Воюйте, вы должны погибать, мы вам деньги, контракт, который мы раньше с вами заключили, мы деньги, вы мясо, давайте будем продолжать. Другое дело, что у Зеленского это не так хорошо получается, но есть Федоров, который вот тот еще неонацист. Слушайте, вот когда человек вроде бы как говорит о том, что у него цели, что он демократически хочет перебить, он хочет убрать вот из злых ТЦКшников, убрать, значит, из улицы и сделать это все, оцифровизовать, так он, сука, я прошу прощения, он говорит, давайте всем украинцам, кто прячется, кто ухилянты, значит, блокируем счета, забираем у них телефонные карточки, то есть вообще дышать не дать людям, чтобы их выкурить и вот это мясо отправить на фронт. Что делает Зеленский?
Он, вы четко совершенно заметите, он берет это мясо, 4 или сколько там бригад инструкторов, так называемых, вооруженных сил Украины, и отправляет на убой в страны Персии. Я разобрался в этой ситуации. Да, действительно, на Украине есть определенный вид оружия, он называется дроны, то есть определенный вид дронов, которые противопоставляют другим дронам. То есть Иран в свое время изобрел, это их технология, изобрел шахеды, их называют герани, по которым, значит, сначала передал России, потом передал технологии. И россияне делают их сами. Украинцы, ВСУ сделали свои дроны. Это действительно Стинг, это изобретение, ну, скажем, британо, так называется один из видов дронов, британо-украинской. По сути, это технология китайская, которая закуплена, которая апробирована значит, в боях на Украине. И вот украинцы говорят, вот у нас есть дроны, которые дроны-перехватчики. Они могут противопоставлять вот этим, значит, иранским дронам. Давайте мы их вам продадим. Американцы, у них есть свои такие же дроны, они выглядят немножко по-другому. Они полгода тому назад привезли около 10 тысяч этих дронов американского производства, испытали их во время боев, и у них есть свои дроны. Трамп абсолютно прав. Он говорит, у нас есть свои дроны, а ты, Зеленский, хочешь нам продать китайскую технологию, чуть-чуть усовершенствую. Зачем мне? Я, во-первых, если мне нужна китайская технология, я сам готов купить, но я не хочу, потому что Китай мой противник. Поэтому Трамп отшивает Зеленского вот так вот, ну жестко. Вот иди отсюда. Ты последний, с кем я хочу говорить и у кого-то что-то просить. Остается, итак, с дронами разобрались, остаются люди. Да, на Украине есть военные, которые понимают, знаете, вот эти вот, как что противостоять. Если, ну вот я служил там в ПВО страны в свое время, и я знал, кто там первый видит противника, кто второй, кто третий, кто четвертый, у кого какие ракеты, какой дальности, кто почем стреляет. Это все называлось потом системой ПВО. Так вот, в этой системе украинской ПВО действительно есть солдаты, офицеры, которые понимают технологии. И вот Зеленский их туда отправляет. Говорит, вот вам технологии, вот вам люди, я продаю. Но продаю я этих людей не за деньги, а взамен ракет. Ну, знаете, эти шейхи, они, конечно, за деньгами, может, и мозгу у них нет, но я думаю, что они не такие глупые. Они это тоже все разложили, посмотрели. Катарцы же сказали, ребята, они там хотели, давайте нам миражи, да, самолеты. Говорят, не, никаких миражей не будет. Но они уже там, в общем, непонятно, да, баш на баш, что на что. Вы просто сказали классную вещь. Вы говорите, Зеленский продолжает торговать тем, чем он торгует. И с американцами он торговал жизнями украинцев, и с европейцами он торгует жизнями, и с странами Персидского залива Зеленский делает одно и то же. У меня есть мясо, у меня есть люди, я готов продавать. Вы с Закарпатья. Я поражен был вчера. Один из местных сайтов информационных написали заметку о том, что, в общем, есть один ЦКшник, которые особо, ну, под его руководством особо лютовали на улицах Закарпатья. Был период, когда, помните, Закарпатье не сходило вообще. Это было, кстати, такое начало тренда. Вот прям Закарпатье не сходило со всех этих пабликов. Везде были эти видео, где там бьют, издеваются, пытают, хватают. Да. Ну, в общем, ТЦКшники лютуют. Потом немножко поутихло, ну и другие регионы подтянулись, там эти случаи. То есть, да, сейчас это мы имеем таким толстым слоем намазанный беспредел по всей стране. Однако это Одесса и Закарпатье. Вот прям два региона, это были прям впереди планеты всей. И вот одного из этих товарищей, ТЦКшников, все-таки поймали, осудили, сказали там, ну, чтобы не подымать шибко, ну, вони, отправляем его в боевую часть. И этот ТЦКшник отправляется в боевую часть. Группа называлась у них, которая, скажем так, лютовала на улицах Ужгорода, Паджеро. Значит, и этот руководитель этого Паджеро отправляется в боевую часть и бежит оттуда, сбегает. И, в общем-то, местные, ну, давайте так, там, конечно, написано, что в местном сообщении, что это
президенты боксерской ассоциации, короче, бандюки местные, Конечно. выставляют за него награду $10 000 за его Да. местоположение. Это, понимаете, вот мы к этому шли, и вот мы к этому пришли. Я помню, просто понятно, что там специфика региона, накладываются разные вещи, но когда мы говорили, что нельзя так себя вести, потому что все приведет в конечном итоге к тому, что прям целые отдельные анклавы будут создавать люди, не пускать на свою территорию ТЦКшников, бить их, бороться с ними, перестреливаться с ними, то есть окопы рыть от ТЦКшников. И так действительно с вилами люди выходят в отдельные села, не пускают вот эти группы оповещения. Да, вот сейчас мы увидим награду за голову. Фактическое местонахождение, он же в розыске, СЗЧ, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Да. Потому что он там хватал, обдирал, наживался и, в общем, скирдовал, да, на своей должности. Обижал неправильных людей. То есть мы же видим, как эта история нарастает. Зеленский не может не знать, что у него происходит в этой части. Он четко это понимает. Говорят, что он поставил планку выше. Не 35 тысяч, которая, конечно, иллюзорная. Он говорит, давайте еще 40, 45 тысяч. И гнать вперед. Его вроде как отговаривают. Говорят, не надо. Ситуация взрывоопасная. Но он, видимо, взял определенные обязы, и вот это вот. К чему это может привести, на ваш взгляд, вот эта ситуация? И что думаете по поводу, вот таких сепарирующихся анклавов? Пока идет ВСУ, пока идет война, вот она идет, да, именно на Украине, все говорят, что идет война, есть вооруженные силы Украины, а эта тема, она она всегда была, я ее видел, но она купажировалась тем, что вот есть враг, мы должны объединиться, мы должны идти на войну. Но с каждым днем продолжение этих военных действий, даже тогда, даже на начальном этапе, у Петра Порошенко есть подразделение, куда он ездит, он там их кучкует, он им передает, он их финансирует. У какого-то блогера есть свои подразделения, куда он, скажем, их охаживает, окучивает. И многие, да. Вот эта тема была всегда. Но еще раз говорю, ВСУ на первах была такая вещь. Дальше, когда начали, проходят годы, и эта проблема не решается, война продолжается, мира нет, люди начинают задавать вопросы, зачем эта война, почему, какие цели. И, естественно, многие украинцы с самого начала сказали, не-не-не, мы против войны. Кто-то сумел сбежать, кто не сумел сбежать, значит, остались дома. Попытались. Первая волна была такая. Значит, у меня есть дальний родственник, который мне рассказал схему, что у него есть группа 10-12 человек, 30-35-летних ребят, да, они живут в одном областном центре. Они скидываются деньгами, по 50, по 100 долларов, и заносят в военком или в ТЦК. И эта схема работала, значит, их никто не трогал. Потом, после того контрнаступления неудавшегося, которое было в 23 году, Зеленский поменял всех ТЦКшников, всех руководителей, поставил, он сказал, вот эти коррупционные, теперь я беру из числа военнослужащих, которые прошли войну, их поставили на ТЦК. Это же мой знакомый говорит, вот это, говорит, удивительно. Те брали там, условно говоря, 10 тысяч долларов из нас всех, да? Эти пришли, сказали 20. То есть начали брать больше. Я просто рассказываю одну из схем, маленькую, да? То есть откупиться нельзя. А если откупиться нельзя, убежать нельзя, откупиться нельзя, третья стадия, это так должно было быть. Люди начали объединяться в противостоянии тем ТЦКшникам, потому что это лютый враг. Вот люті вороги, я впервые услышал слово, лютый есть такой, лютый сленг, а я почув, лютый ворог – это против ТЦК. То есть не там Россия, не, лютый ворог – это ТЦКшники. И вот лютых ворогів пора бити. Потом пошло, и сейчас мы это видим, проти лютых ворогів треба вбивати. Суть вот этой тенденции я сведу вот так. Саш, против ТЦКшников будут воевать
и их будут вылавливать и убивать до тех пор на территории Украины, пока эти ТЦКшники будут жить. Им будут мстить через 5 лет, через 10 лет, через 20. Дальше эта месть перейдет их детям. И это такая реальность. Такая реальность и такая тенденция, она... есть даже исторические параллели, почему так происходило, когда так происходило, когда люди... У них были косы, серпы, они резали головы, они вот так делали. Сейчас у них есть пистолеты, автоматы, бог знает, какие виды, беспилотники. И они объединяются и будут мстить. Они будут убивать ТЦКшников, они будут гонять их. И то, что происходит сейчас на Закарпатье. Одесса, Закарпатье, знаете, вот удивительно вот что. Закарпатцы всегда были, ну вот выборы, политическая жизнь, всегда было такой окраиной, там помірковані люди жили, то есть национализма как такого не было. Я когда-то еще в 2020 году, последний раз, в каком-то был на Закарпатье и говорил с людьми, они говорят, ну почему не приезжать к нам там из России, почему не приезжают, вот есть курорты. Я говорю, так... Я вот приезжаю в Москву и говорю москвичам, едьте в Закарпатье, там спокойно, до СВО. А мне говорят, там бандеровцы, мы не поедем. И такой дядька такой, знаете, Иван, та Бога їм того матерно, тут немає бандеровців, я їх сам буду душити. Ну, это я так, прошу прощения, эмоционально передал на том же сленге русинском, который я слышал. К чему я, Саша? К тому, что если в этом регионе люди объединяются, люди начинают мстить, люди говорят, 10 тысяч долларов за голову, они перестали платить ТЦКшникам давно, они объединяются в группы, у них уже не палки, а у них оружие, и они говорят, за эту голову 10 тысяч. Это тенденция, которую я только что говорил. На Волыни мы смотрим, да, там немного другой контингент, немножко другой характер у людей, но там объединяются люди в села и говорят, мы не будем пускать. Волынь, приграничная Волынь, практически вся, да, вот там Ковель и все это дело, села, вы бы заехали туда до начала СВО, там у каждого человека по 2, по 3 автомобиля. Они как-то бензином торговали, сигаретами торговали, контрабанда у них была. Этот кум, там вы работаете в таможне, ваш кум работает пожарником, то есть они там связаны все как бы руки друг другу, то есть рука руку моет. Они в свое время организовали вот эти за деньги пропуска в Польшу. То есть это регион, который также в Львовской области тоже так есть. Итак, вывод. Поскольку сейчас уже пошли вот эти вот призывы, объединения, убить ТЦКшников, есть еще второй момент. Это все зависит... Я сейчас не говорю об весеннем, значит, противостоянии или летнем. Нет. Очень много зависит от погоды. Люди прожили зиму, они увидели на себе страдания. Они страдания получили не только закарпатцы и волыняне, страдали и киевляне. Они увидели, как их мэр Киева сказал, текайте куда хотите. А другой глава администрации сказал, выкапывайте вот эти вот нужники, испражняйтесь, прошу прощения, туда. Все увидели, что власть не защищает. А что такое, когда у людей есть протесты против власти? Для них не Зеленский. Зеленский далеко, Федоров там фиг знает где. А вот ТЦКшник, вот он близок, он представитель власти. И если люди говорят, что это лютый ворог, надо мстить, надо наказывать, надо убивать в нынешнюю власть, а не цель это ТЦК. Зеленский не может этого не видеть. Он даже пытается этим торговать. Он даже пытается... европейцам рассказывать сказки, что я не могу, видите, вот сопротивляются. Ну вот я пытаюсь, а сопротивляются, да? Мало того, есть еще один момент. В Европе тоже есть разные силы. Это не только глобалисты. К примеру, в Европе, я читаю, я смотрю европейскую статистику, Евростат, и я вижу, что по последним данным количество украинцев, убежавших из Украины, перебежавших, переехавших в Германию, выросло. То есть количество, это официальные данные, да? То есть если раньше там в Германии было 900 с чем-то тысяч, потом 1 100 000, потом 1 200 000, сейчас уже в Германию переехало более 1 300 000 граждан Украины. Из них, из этого числа вычислили, что
когда Зеленский разрешил выезжать вот молодым ребятам, 18-22-летних, да, там число выехавших тоже значительное количество переехало в Германию. То есть молодые люди переехали в Германию. И несмотря на пафос там немецких политиков, Германия говорит, украинцы молодцы, часть. Они идут изучать немецкий язык, они идут трудоустраиваться. Им тяжело, но они ассимилируются в Германии. Да? Они ассимилируются в Чехии. Есть еще другие страны. Польша там по-разному идет. Я к чему веду, что несмотря на призыв глобалистов, вы воюете, мы дадим деньги, часть европейцев ведут совершенно другую политику. Они говорят, приезжайте к нам, украинцы, трудоустраивайтесь, платите налоги, и с части этих налогов мы будем финансировать вашу помните, армию. Помните, во время Великой Отечественной гастарбайтеров гнали туда вагонами. Было такое. Работа в Было Германии. такое. Ну, вот, в принципе, да, вот сейчас... Только тогда их... Абсолютно правильно. Вы сказали правильно. Со второй частью формулы вашей я согласен, что гастарбайтеров мы вам... Но с первой нет. Тогда их гнали фашисты, а сейчас их гонит родная, в кавычках, украинская власть. Вот в чем разница. Еще один вопрос у меня возник. Тут ткач из «Украинской правды» надыбал квартиру Юзика. Это Корявченков, актер «Квартала», такой большой, да, он сейчас депутат, да. В общем, нарыл квартиру в Испании. Интересно, что там в декларации она у него есть, 150 тысяч евро или долларов. Ну, короче, нет таких цен в Испании, все прекрасно понимают. Ну, там вроде как и не одна квартира. Это самый ближний круг, очередной заход на самый ближний круг, собственно, к Зеленскому. Понятно, что вряд ли там к нему придут украинские патриоты, вроде как там, да, это где-то в Каталонии, вряд ли к нему придут, скажем так, украинские патриоты под дом или сжигать эту квартиру, или там что-то митинговать возле него. Но все четко видят, да, что, ну, это несоответствие. Там и жена выставляла фотографии. В общем, все хорошо у них. Но меня интересует в этом всем деле два момента. Момент первый. Это, ну, это не знаю, там, это одно рукопожатие до Зеленского. Раз. А второй момент, который меня интересует, это ситуация с украинским парламентом, который в ауте, ну, вот если так объективно посмотреть, ну, в ауте. Их держат, я даже, ну, уголовные дела, там 100 с чем-то человек под уголовными делами, 60 с чем-то человек, включая тех, у которых уголовные дела, хотят уйти вообще оттуда, они говорят, ребята, все. То есть у нас полностью развален парламент, ключевое значение которого к моменту, мы начинали с вами с переговоров и к тому, что будет дожимать Америка, самое главное. Самое главное, чтобы был какой-то парламент, чтобы какие-то были голоса для того, чтобы там что-то или разрешить президенту, или там, или сформировать какую-то группу. А мы видим, этого нет, разброд и шатание. Что это будет означать в самой ближайшей перспективе? Я попытаюсь ответить на ваш вопрос вот каким образом. Недавно посмотрел сначала интервью господина Новинского, Вадима Новинского, одному из иностранных изданий. Внимательно с ним ознакомился. Еще раз говорю, сначала там, в общем, ознакомился, да? Когда я вижу человека, политика, в первую очередь я его оцениваю, неважно, как я к нему отношусь, но он политик, да? Он был в парламенте, и он высказывается, что мне понравилось. Первое, что он высказывается о будущем Украины или украинцев. То есть политик. Еще раз говорю, с сомнением его можно спорить, но он высказался. Значит, есть люди, которые понимают, что процесс переговорный, процесс военный, он ближется к завершению. Господин Новинский наверняка более информирован, нежели я, и он высказался публично о том, что было перед... То есть, и что было в начале войны в 22 году, его роль, он рассказал о своей роли, в том числе переговоры, как переговорщика между
значит, Украины и России, о чем его лично Зеленский просил, да. Дальше он рассказал о проблемах. Естественно, как человек православный, а сейчас я тоже православный, сейчас пост, он сказал о гонениях на Украинскую православную церковь, о роли этой церкви в построении дальше общества. Вот с этим я с ним согласен. Украинская православная церковь будет играть значительную роль в примирении украинцев, да, потому что без примирения невозможно, да. Он там сказал, что, слушайте, будут разборки, это уже я добавляю своими словами, что не только ТЦКшников будут убивать, будут грызться друг другом, а де ти був, а на чьей стороне. Поэтому, то есть, Новинский поднял эти проблемы, он о них говорит. Второе, на что я обратил внимание, это Николай Азаров. Я напомню нашим зрителям, что есть такой, он жив-здоров, я иногда его видел. Значит, он написал статью в Фейсбуке. Николай Азаров, напомню, несколько раз он был премьер-министром Украины. Это не депутат, но это чиновник. Это то, что называлось элита Украины в свое время. И вот он в своей статье написал о том, что значит, он видит Украину как нейтральной страной. Он хочет, чтобы будущая власть украинская, он говорил больше о власти, была нейтральной, проводила нейтральную позицию, не проамериканскую, не проевропейскую, не пророссийскую, а вот нейтральную сторону. Ну и как бы я в этом увидел, в его посте-статье в Фейсбуке, как бы намек на то, что если вам нужен нейтральный человек, нейтральный руководитель страны, вот я есть. Ну так, намек, да, и вот я есть такой. Сегодня я ознакомился со статьей еще одного политика украинского, депутата Верховной Рады, которого выгнали, Медведчука. Виктор Медведчук написал статью в том, как он видит будущее Украины и критикует позицию, по поводу Новинского там ничего написал, но он критикует позицию, значит, Азарова нейтральности. Это только те статьи, публичные материалы, которые я увидел вот в последние дни. Я думаю, что есть еще другие, возможно, они будут выходить там через неделю, через месяц. О чем я хочу сказать? Если есть люди, так или иначе неравнодушные к Украине, к будущему Украины, они начинают публично высказываться. Может быть спор, может быть дискуссия. Мне это подходит. Мне как человеку подходит то, что политики начинают озвучивать какие-то свои мысли публичные. Они могут быть, еще раз говорю, разные, они могут быть спорные. Я бы хотел увидеть критику или каких-то высказываний публичных тех политиков, которые на Украине сейчас, да, депутаты Верховной Рады, не только критика Зеленского, а свое видение будущего. Да, мне бы хотелось увидеть. Тогда дискуссия бы у нас была, в том числе и в вашем прекрасном эфире, и в других, мы бы, как эксперты, говорили о плюсах-минусах. Сейчас на Украине я, к сожалению, этого не вижу. Я вижу другое. То, что вы дали характеристику, здесь я с вами согласен. Слуги народов. Да какие они нафиг, Саша, слуги народов? Слепили из того, что было. Где-то поймали, где-то взяли, где-то своих друзей. Мы видим этот, значит, мордоворот, этот депутат, который себя называет, да, он в Испании жил. Мы видим Миндича с его этими же мордоворотами, тут и другими. Они в Израиле спрятались, таких дофига. По Европе, по миру. Они разбежались. Одно, во-первых, они нахапали. Кто-то больше, кто-то меньше. Зеленский каких-то своих друзей говорит, текайте. Что творится в парламенте украинском, там не могут проголосовать уже внутри, конкретно, да, там Гетманцев есть, председатель бюджетного комитета, говорит, мы должны получить от Международного валютного фонда деньги, иначе не будет, и как мы выживем? Но МВФ говорит, вы должны структурные реформы проводить. Это внутри происходит, голосов нету. Зеленский говорит, вы или дадите голоса, или я вас на фронт отправлю. Там пошла внутрянка, это не то он имел. В общем, мы видим реально, что государства как такового нет. Государственных органов, даже полулегальных или относительно легальных, к числу которых я отношу Верховную Раду, парламент, потому что какие-то решения должны быть приняты. А если парламент будет недействителен, то да, будет, значит, Америка давить на Украину, на Зеленского. Будет Россия давить. У нее есть своя позиция, да? А кто эти решения, за них будет голосовать? Если парламента не будет, конституционного суда нету, судебная система развалена, да?
Зеленский нелегитимен, и он не суверен. И вот этот островок парламент, он, пожалуй, последний, который бы мог, ну, что-то может сказать. Знаете, в конце концов, Украина – это парламентская страна, парламентско-президентская. И вот это вот моя хата с краю, я втечу в Израиль, я втечу в Испанию. Ребята, да никуда вы не убежите. Если вы виноваты, вы все равно ответите рано или поздно. Найдите в себе мужество. Вы же, прошу прощения, просто хлебали вот и на мирном процессе, и на военном, и сейчас. Вы просто хлебаете из горя украинцев. Но найдите в себе мужество, скажите, мы есть группа, есть я лично. Да чего вы боитесь? У вас какая-никакая там, ну, слушайте... Ну, как чего? Уголовных вот дел СБУ боятся. Ну, подождите. Боятся. Чего? Ну, так, смотрите. Ну, посмотрите, то есть вы же привели в пример людей, которые там Медведчука обменяли, Азаров в России, академик Российской академии наук, да. Новинский в Европе, тоже его там хватают там, по бизнесам, уголовные дела и так далее. Вы же всех людей перечислили, которые там рассуждают и спорят, дискутируют, и между собой в том числе, типа о будущем Украины. А их не слышно и не видно в Украине. Их никто... Конечно. То есть вы говорите, поспорьте, вы предлагаете действующим депутатам, слугам или не слугам, поспорить концептуально. С кем спорить концептуально? Это же все пророссийские шпионы, пророссийские политики. Да. Здесь я с вами согласен. Давайте спорить внутри Украины. Но я просто к чему? Вот давайте так. Давайте тогда... Как это, наотмашь. Вот Гетманцев говорит, неправильная политика, нам надо под МВФ ложиться. Хотя я вижу, он там такие нотки уже политика. Дима Разумков говорит, я не согласен с этим. Юлия Тимошенко выходит, я не согласна с этим, но я согласна с этим. Петр Порошенко выходит, не выходит, выходит, заходит, торгуется, не торгуется. Ну это же... Я бы мог назвать еще там ряд ребят, которые депутаты. Кто-то в тюрьме сидит, как тот же Дубинский, да, пишет. Ну, есть у человека позиция. Как я к этому отношусь, это другое дело. Но есть позиция какая-то. Они все как бы, все внутри, из того, что я вижу, они не доверяют друг другу. Они пытаются маяковать. Вот я есть, продать себя. Кому? А кто купит? Так вот кому? У нас единственное... Подождите. Опять мы заходим в эту... Что называется? Давайте, заходите. Как называется? Как можем, так и заходим. Нет, но мы так и заходим в эту историю, в эту дискуссию, когда об украинской политике пошла речь. Есть только один, и то даже не один, 1,5, наверное, покупателя на вот эту всю мешпуху. Да. 1,5 – это Британия и, может быть, Америка, хотя там не факт, им вообще не до этого дела сейчас, чтобы там на кого-то ставить или чего-то где-то. Да. Посмотрим ближе к выборам в Конгресс, а может и после выборов в Конгресс, если там вообще будет какой-то интерес к Украине, мы не понимаем. На самом деле, американский интерес к Украине. То есть все, получается, как бы те, кто танцует перед британцами и там вот этими европейцами, глобалистами, монархиями, понятно. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Да? А других нет людей, которые реально могут на что-то повлиять. Россия, ну так извините, одно дело там как бы вытанцовывать, чтобы назначили там каким-нибудь губернатором какой-нибудь присоединенной территории, но это другой вообще коленкор. Мы сейчас не об этом говорим. Да? А другое дело, о будущем вот Украины в том составе, по состоянию на сейчас, как мы с вами обсуждаем. То есть нет заказчика на будущее Украины. В этом-то проблема. Хорошо. Вот хорошо. Вы сформулировали уже вопрос, который где-то надо тогда обозначиваться по этой позиции. С Британией понятно. Да, Британия понятно, есть Залужный, есть целый ряд других, которые в тени, более-менее понятно. Да? Воевать против России, давить на Россию, тоже более-менее понятно. Есть человек, есть направление его деятельности. Есть Кличко, мэр города, который сопротивляется, который вот по-своему, что-то у него получается, что-то не получается, его критикуют, но он тоже вытанцовывает свое, в основном в Германии, и не только в Германии, в Европе, в Европейской ассоциации. Да, политик. Есть Тимошенко, которую я уже вспомнил, а с ее вот этим
новым телевизионным проектом, американским телевизионным проектом, который будет вести Людмила Немыря. Есть Дима Разумков, который относительно человек, но у него руки не в крови, он проукраинский, он критикует того же Зеленского. Если пофамильно говорить, да, есть волонтеры, вот, которые собирали деньги Василий по несколько сотен миллионов. Заказчики будущего. Смотрите, Кто готов заплатить за адженду политика? А теперь о заказчика. Итак, Соединенные Штаты Америки застолбили свои убытки. Они сказали, вы нам должны. Подписали, Верховная Рада провела. Не важно, кто будет президентом, кто будет руководителем. Америка будет выкручивать, она будет диктовать, она будет из тех людей, кто будет выбирать. Я бы не сказал, что 1,5. Я бы сказал, что как минимум 2. Есть, что касается Европы, она является заказчиком, реальным заказчиком. И здесь просто есть разница между игроками уровня чиновников Европейского Союза и, например, давайте назовем там Германию, Францию. Можно еще много называть, но есть вот эти две страны, которые лидеры, по крайней мере, классические лидеры. И туда, значит, с Франции не вылазит Зеленский, это любимая ему страна, это любимый президент. Он не вылазит из Англии, ну вот где-то вот так. То есть он говорит, я не списан. Есть такая страна Китай. Она вообще, Китай, это такая мудрая страна, она вообще молчит. Она как бы молчит даже в конфликте вокруг Ирана. Но она молчит, думая, я бы не сбрасывал со счетов игроков, которые будут влиять не так явно, Китай. И, наконец, Россия. Вы сказали, что Россия приняла беженцев, вот это. Какая позиция России? На мой взгляд, позиция России одна. Люди, граждане Украины, которые проживают на территории России, должны принимать участие в будущем Украины. Неважно, это выборы президента, Верховная Рада. Вот украинцы, которые проживают в России, они должны быть допущены к выборам. Никакой больше фамилии там, кто из бывших или теперешних в России не называет. Но Россия таким образом обозначилась. Она сказала, выборы любые на Украине, которые определяют будущее Украины, должны быть обязательно с участием граждан Украины, которые проживают на территории России и Беларуси. Это сказал Путин. Но так тут работает, так Россия работает. Поэтому вот вам игроки. Штаты есть, Британия есть, Европа есть, Россия есть, Китай есть. И вот 5 игроков. Обозначенных они, не обозначенных, какие, но они будут определять будущее Украины. Будут это будущее через выборы, например, да? Это один вариант. Соединенные Штаты Америки, им вообще пофиг. Я не вижу как бы кандидатов явных от них, которые есть в Британии. Но они говорят, наши интересы должны быть соблюдены. И второе, поскольку мы демократическая страна, мы называем себя демократами в мире, называем себя. По факту мы видим, как они делают, да? У вас должны быть выборы. У вас просто должны быть выборы. Есть третий момент. А почему должны быть выборы? Не обязательно должны быть выборы на Украине. На Украине может быть введена временная администрация, где вот этих 5 игроков, возможно, мы сюда можем перечислить интересы Турции как соседней страны, еще кого-то, да, там скандинавов отдельно, вот игроков, которые будут на это влиять, они могут сформировать то, что называется внешнее управление. И, наконец, по внешнему управлению, чтобы быть правильно понятым. Вот есть такой Совет мира. Трамп его организовал буквально в этом году. Совет мира, значит, он там собрал всех. Что вы улыбаетесь, сэр? Но он же организовал, он сказал по миллиарду. Надо Иран пригласить в Совет мира. Кстати, а вот я не помню, он приглашал Иран в Совет мира или нет? По-моему, нет. Ну, я к чему, что? Я к чему, что вот мы же с вами говорим о будущем Украины, хотя бы пытаемся дойти до какого-то логического завершения. Есть вот избирательное право через выборы, а есть механизм. Не обязательно выборами провести. Но если чублятся так депутаты, да, если нет единого центра принятия решения, пусть спорного, тогда давайте навяжем тому, что называется
Украина или постукраина навяжем свою волю. Мы же, эти же страны, помогают Украине воевать. Часть этих стран оказывают помощь, в том числе Российской Федерации, да, из которых я перечислил, потому что когда, ну, например, Соединенные Штаты Америки сказали, давайте мы разрешаем России продавать нефть. Как же забыл Зеленский? Как так? Как в Европе забили колокола? Да что такое? Значит, Америка дает разрешение торговать России нефти. Это значит, эти деньги будут идти против Украины? Да, можно и так сказать. Иран. Даже Европа говорит, да вы даже Ирану разрешили. Ну что это такое? Что это за американская сторона и так дальше? А Европа что говорит? Урсула фон дер Ляйен говорит, да нет, мы будем траву жрать, мы костьми ляжем, но никаких российских энергоресурсов мы не будем покупать. Браво, Урсула, браво, чиновники. Только услышьте американцев. Услышьте, вот статья появилась не так давно, одна из американского автора, который пишет, ну там и европейцы, они пишут, Соединенные Штаты Америки проявляют интерес в торговле российским газом и российской нефтью, значит, на территории Европы. Почему это Соединенные Штаты Америки, которые продают газ, сжиженный нефть, значит, Европе, не могут покупать у России и продавать их в Европе? А это же американская нефть, это же американский газ. Вот, то есть здесь вот эти нотки интересов, через интересы, я и обозначаю, может быть, мы по второму кругу проходим, в том, что а вот в будущем Украины либо через выборы, либо таким путем установления внешней власти, вот вам игроки, которые будут принимать участие. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо всем. Будьте здоровы. С весной. Друзья, всем добра и света. Увидимся.